Всем привет! Сегодня еще одно коротенькое видео о том, как я меняю окрашивание волос. Девушка ко мне пришла, как вы видели, совсем беленькая, но она хочет растяжку цвета. Поэтому мы выбрали с ней технику балаяж. Что для этого я делаю? Если вы обратили внимание на первую фотографию, она действительно совсем беленькая, она мелирование делала последнее время сама себе, и поэтому получилось мелирование на мелирование, кляксами, пятнами. Ну, понимаете, самой себе неудобно, поэтому как могла, так сделала. Но хочется, чтобы волосы были красивые, и мы с ней решили сделать именно технику балаяж. Но так как вы понимаете, все волосы светлые, и что же нам делать? Мы сначала с вами должны были восстановить цвет. Для этого мы с вами покрасили волосы. Опять же, в самом начале я вам показала, что она сидит у меня окрашенная. Мы покрасили волосы, но не на всю длину. Концы я оставила светлыми, то есть я их не трогала. Я сделала с помощью краски растяжку цвета, то есть я затемнила от корней до середины, скажем так, чуть больше, то есть 2/3 волос я покрасила краской. Сделала сразу растяжку цвета из потемнее в более светлое. Кому интересно, какой цвет, сразу же скажу вам, у меня идет от 8, и следующее дальше, вот видите, хорошо видно на пряди, что растяжка цвета краской уже была сделана. И дальше я смешивала 8 с 9. И теперь вот на эту заданную базу мы с вами рисуем. Технику балаяж я вам показала схемы, ничего не меняется, схема треугольниками. Вы рисуете полосочки, да, то есть рисуете треугольнички. Но здесь треугольник у нас с вами суть в том, что у нас волосы уже обесцвеченные, поэтому вы наносите краситель очень мягкий. И чем больше вы нарисуете полосочек, тем, соответственно, у вас будет светлее волос. Поэтому вы рисуете там 1, 2, 3, сколько вам угодно, то есть создавайте рисунок такой, чтобы ваш клиент остался доволен. Вы договоритесь заранее об этом. Хочет ли посветлее, хочет ли, наоборот, больше темного, больше натуральных волос. У меня здесь используется очень слабый окислитель. Мы с ней работаем, у нас 3% ближе к корням и 1,5% у нас на концах. И как видите, концы я даже пыталась не закрывать фольгой для того, чтобы температура не поднималась. Затем мы с вами высидели время положенное, сделали маску. Здесь у меня нет тонирования, потому что цвет получился достаточно красивый. Девушка не хочет, и ей не идут холодные цвета. Но, если честно, маску, которую я сделала, я добавила прямые пигменты платину. Поэтому немножко все-таки он подтонировался. Обязательно после обесцвечивания лечите волосы, наполняйте волосы, потому что пустой волос – это разрушается волос. Пожалуйста, восполняйте волос утерянным белком, восстанавливайте. Приходите ко мне на обучение, все вам расскажу. Пока!